Глава 2356. Призрачное лицо, гигантский цветок, кукла. Как только его голос затих, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить шар золотого света, который превратился в безликую миниатюрную фигуру, которая была золотыми пожирающими жуками. «Цзинь Тун, следуй сейчас за даосской душой крови и не забудь защитить ее», — приказал Хань Ли. Миниатюрная фигурка никак не отреагировала на это, но тут же телепортировалась к кровавой душе, неподвижно зависнув над ее головой. Кровавая душа видела Цзинь Туна в действии по дороге сюда, и на ее лице сразу же появилось благодарное выражение. «Спасибо, старший хан. Когда старший Цзинь защитит меня, моя безопасность во Дворце Небесного Котла будет обеспечена». Затем она вызвала чистый белый флакон и протянула его Хань Ли обеими руками. Это был флакон, который содержал каплю вышеупомянутой эссенции крови. Есть и другие люди, которые прибыли сюда даже раньше нас, поэтому мы должны разделиться и начать поиски прямо сейчас, сказал Хань Ли. Кровавая душа дала утвердительный ответ, и таким образом каждый из них полетел к другому скоплению зданий, а Цзинь Тун следовал вплотную за кровавой душой. Чтобы проникнуть глубже во Дворец Небесного Котла, Хань Ли должен был уничтожить ограничения других областей, которые стояли на его пути. Таким образом, как только он оказался перед барьером белого света, он немедленно сделал хватательное движение, чтобы вызвать лазурный длинный меч, который он злобно рубанул в сторону светового барьера. Белый световой барьер тут же разлетелся вдребезги, как будто это был кусок фарфоровой посуды, после чего окружающее пространство расплылось, и Хань Ли внезапно оказался на тропинке в густом лесу. Деревья вокруг него были около 80 футов высотой, и на первый взгляд они, казалось, ничем не отличались от обычных деревьев, но при ближайшем рассмотрении Хань Ли обнаружил, что на поверхности этих деревьев была серия искаженных лиц с плотно закрытыми глазами. Там были лица всех типов описаний, но все они носили блаженное выражение, как будто они переживали приятный сон. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и именно в этот момент пьянящий цветочный аромат внезапно донесся до него с другого конца тропинки. С его огромным духовным чувством аромат не вызывал ничего, кроме легкого душевного дискомфорта после вдоха. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он понял, что находится в каком-то глубоком ограничении. Он сразу же начал продвигаться по тропинке, но, сделав не более 20 шагов, лица на всех деревьях по обе стороны от него внезапно открыли глаза в унисон. Затем из этих глаз вырвались чернильно-черные нити света, каждая из которых была чрезвычайно резкой и испускала своеобразные энергетические колебания. В ответ на это Хань Ли просто вызвал серый световой барьер, который защищал его со всех сторон. Встречные световые нити ударили в световой барьер, как проливной шторм, только чтобы мгновенно исчезнуть в световом барьере без следа. Все это время Хань Ли продолжал неторопливо двигаться вперед, не останавливаясь. Его действия, казалось, спровоцировали лица на деревьях, один из них испустил пронзительный крик, от которого все лица приняли яростное выражение. Они открыли рты, чтобы выпустить чрезвычайно резкие всплески зеленого пламени, превращая путь в море огня. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он продолжал идти вперед без паузы, в то время как зеленое пламя также было поглощено серым световым барьером. Кроме того, бесчисленные серые полупрозрачные нити вырывались из серого светового барьера, и каждая нить с безошибочной точностью ударяла в одну из граней на деревьях. Затем лица испускали мучительные крики, прежде чем исчезнуть за деревьями. В то мгновение, когда все лица на дереве исчезали, само дерево увядало и становилось полностью лишённым жизненной силы. Пройдя более 1000 футов, Хань Ли наконец выбрался из леса, где обнаружил красочный цветочный сад. Ряд круглых цветочных горшков стоял на пышной лужайке, а внутри горшков были посажены цветочные деревья, каждое из которых было около 10 футов высотой, но на каждом дереве рос только один огромный цветок. Все эти цветы отличались по цвету и форме, но в настоящее время все они были в полном цвету. Вот откуда шел пьянящий цветочный аромат. Хань Ли провел своим духовным чувством по гигантским цветам, отчего выражение его лица слегка изменилось, но он продолжал идти вперед. Как раз в тот момент, когда он проходил мимо определенного цветочного горшка, гигантские цветы поблизости внезапно превратились в угрожающие призрачные головы, прежде чем захихикать, когда они набросились прямо на Хань Ли. Какая наглость! Хань Ли холодно хмыкнул, потирая руки, прежде чем поднять их по обе стороны от себя. Две толстые золотые молнии тут же вырвались вперед, превратившись в молниеносных змей длиной в несколько тысяч футов, прежде чем наброситься на весь цветник. Призрачные головы поблизости мгновенно превратились в ничто при соприкосновении с молниеносными змеями, в то время как гигантские цветы, которые были дальше, также превратились в призрачные головы, прежде чем убежать во все стороны прямо перед тем, как золотое освещение достигло их. Таким образом, живописный и спокойный цветочный сад внезапно превратился в дьявольское царство, наполненное кружащейся дьявольской ци. Однако эти дьявольские существа, естественно, не собирались на самом деле быть в состоянии убежать от божественной дьявольской молнии Хань Ли.
Два молниеносных змея немедленно взорвались по приказу Ханьли, посылая бесчисленные дуги молний во все стороны, образуя две золотые сети, которые окутали весь цветочный сад под ними. Все призрачные головы были уничтожены молниеносным гнездом без исключения, и даже дьявольская ци в воздухе быстро исчезала перед лицом золотой молнии. В этот момент Хань Ли уже небрежно вышел из цветника и подошел к небольшому красновато-черному озеру. Похоже, этим вещам нет конца, и они отказываются сдаваться. «Брат Ся, если ты не можешь придумать, как с ними справиться, то я собираюсь захватить их всех», сказала госпожа Ваньхуа с разъяренным выражением лица. В настоящее время она находилась в окружении, похожем на пустыню, вместе с даосами Цинпином и Сяомином. Одна большая землисто-желтая кукла за другой постоянно вырывалась из песка вокруг них, орудуя различными видами оружия, когда они развязывали яростные атаки на троицу, не заботясь о своей собственной безопасности. Несмотря на то, что эти атаки не представляли никакой угрозы для трех великих существ в стадии Вознесения, и марионетки могли быть легко уничтожены, казалось, что существовал бесконечный запас этих марионеток, который никогда не будет исчерпан. Войдя в этот район, они втроем уже уничтожили более 100 тысяч этих марионеток, но их число нисколько не уменьшилось. Чтобы сберечь магическую силу, все трое больше даже не нападали, а просто пассивно защищались защитными сокровищами. «Успокойся, товарищ Даос Ван Хуа, я близок к тому, чтобы выследить ядро этой формации. Даже если вы захватите всех этих марионеток, их место займут другие. Кроме того, это не настоящие куклы, это песчаные куклы, созданные силой этого образования. Как только мы покинем это место, эти куклы немедленно рассыплются, так что нет никакого смысла захватывать их», ответил Сяомин, ища что-то, держа мерцающую белую нефритовую пластину. Госпожа Ван Хуа была в восторге, услышав, что ядро формирования было близко к тому, чтобы быть выслеженным, и она усмехнулась. «Я просто беспокоюсь, что центр ограничений во Дворце Небесного Котла попадет в чьи-то руки, если мы задержимся здесь слишком долго. Будьте уверены, под руководством товарища даосиста Цинпина мы уже идем кратчайшим путем к центру Дворца Небесного Котла. Все, что нам нужно сделать, это пройти через 3 дворцовых скопления, чтобы добраться туда, так что никто другой не доберется туда раньше нас», уверенно ответил Сяомин. «Я, конечно, надеюсь на это, но думаю, что лучше не успокаиваться. В конце концов, этот человек с континента Тянь-Юань обладает непостижимыми силами. Возможно, у него есть какой-то особый метод, чтобы прорваться через здешние ограничения. Если мы сможем добраться до центра раньше, то должны сделать это любой ценой», настаивала госпожа Ван Хуа. Товарищ Даос Ван Хуа прав. «Брат Ся, я также думаю, что было бы лучше добраться до центра Дворца Небесного Котла как можно скорее, даже если это приведет к некоторой трате энергии», согласился Даос Цинпин. Услышав это, Сяомин слегка нахмурил брови, но в конце концов кивнул в ответ. «Хорошо, в таком случае я использую некоторые методы грубой силы, чтобы найти местоположение ядра формации». Сразу же после этого он сделал ручную печать, и проекция девятиглазой кровавой жабы мгновенно появилась позади него среди вспышки малинового света. В то же время его тело резко раздулось до размеров более 100 футов, и его аура также стала значительно более грозной. Вперед! Сяомин издал низкий крик, когда он перевернул руку, чтобы достать пластину формирования, а затем открыл рот, чтобы выпустить несколько шаров энергии в сокровище. Пластина формирования немедленно начала выпускать бесчисленные белые руны среди громкого жужжащего звука, и руны образовали небольшое световое образование, которое выпустило толстый столб света, который ударил в определенную точку пространства во вспышке. Этот участок пространства немедленно начал дрожать и деформироваться, но затем быстро вернулся в нормальное состояние. «Это не так, я попробую в следующем месте», сказал Сяомин, указывая пальцем на световое образование. Световое образование немедленно развернулось, чтобы нацелиться в другом направлении по его приказу. Затем в этом направлении был выпущен еще один толстый столб белого света, и на этот раз пространство там сильно задрожало, прежде чем гигантская серебряная руна размером с дом появилась среди всплеска пространственных колебаний. «Нам повезло», сказал Сяомин с улыбкой, затем ввел свою магическую силу в гигантскую жабью проекцию позади себя. Проекция медленно открыла свои 9 золотых глаз, устремив взгляд на массивную серебряную руну. Раздался оглушительный грохот, когда тонкая мерцающая золотая нить вырвалась из каждого глаза, пронзив серебряную руну в мгновение ока, прежде чем разрезать ее на куски. Глава 2357. Сюэ Инси и Патриарх Чилэй. Как только серебряная руна полностью распалась на пятнышки духовного света, окружающие декорации и куклы тоже исчезли. Пространство впереди искривилось и расплылось, и впереди показалась группа зданий. Ограничение нарушено. Молодец, брат Ся. Госпожа Ван Хуа пришла в восторг, увидев это. Ограничение здесь довольно глубокое, так что вполне возможно, что никто не посещал это место раньше.
Если бы не тот факт, что у нас мало времени, я бы обязательно обыскал этот район, вздохнул Сяомин. Хе-хе, все в порядке, брат Ся, даже если во внешних дворцовых скоплениях есть сокровища, они не принесут нам большой пользы. Как только мы доберемся до центра и возьмем под контроль центр дворца, все сокровища будут нашими, с улыбкой сказала даосистка Цин Пин. Я понимаю, но это все еще оставляет неприятный привкус во рту, чтобы быть не в состоянии обеспечить сокровища, которые прямо там для взятия, вздохнул Сяомин. Таким образом, они втроем полетели по небольшой тропинке рядом с группой зданий к другому световому барьеру. В другом ограничении на окраине Дворца Небесного Котла человек в парчевом одеянии с холодным выражением лица оценивал гигантскую двухголовую обезьяну перед собой. Все ученики из его секты уже сформировали глубокую формацию, чтобы поймать гигантскую обезьяну, и сила этой формации была увеличена до максимальной степени, поскольку она сжималась все дальше и дальше, посылая всплески огромной невидимой силы, устремляющейся к обезьяне в безумии. Время от времени раздавались трески и хлопки, и, наконец, гигантская обезьяна была полностью обездвижена формацией. Только тогда человек в парчевом одеянии взмахнул рукавом в воздухе, выпустив полосу серебристого света, которая вращалась вокруг массивной обезьяны, прежде чем разрезать ее пополам посередине. Сразу же после этого мрачное серое пространство мгновенно рассыпалось. В определенной болотистой местности была гигантская сороконожка с синими молниями, сверкающими по всему ее телу массивный скорпион, который был окутан черной ци, и огромный питон с чрезвычайно плоской головой. Три зверя в настоящее время сеяли хаос в море зверей, и худой и отвратительный пожилой человек сидел на каждой из их голов. Море зверей состояло из существ всех типов различных описаний, и все они обладали способностями, эквивалентными способностям низкосортных и средних культиваторов. Они атаковали трех гигантских существ в центре со всей своей мощью, но трое пожилых мужчин просто неподвижно сидели на головах существ, не обращая внимания на то, что происходило вокруг них. За пределами пятицветного ограничения 5 одинаковых молодых людей сидели в воздухе в совершенно невыразительной манере, казалось, чего-то ожидая. Внезапно вспыхнули пространственные флуктуации, и из воздуха появилась гигантская черная дыра. Шар малинового света вылетел из черной дыры, а затем превратился в малиновую гуманоидную фигуру с зеленым светом, мерцающим в его глазах и неописуемо зловещей аурой, исходящей от его тела. 5 молодых людей немедленно поднялись на ноги, затем каждый вызвал 12 белых костяных летающих мечей с зеленым пламенем, горящим над их поверхностями. Малиновая фигура, казалось, была весьма удивлена видом 5 молодых людей. «Вы 5 клонов Сюэхэ. Ты планируешь нацелиться на меня. Мы приехали сюда в большой спешке, поэтому у нас нет ключа, чтобы сломать эту печать. Поэтому нам придется взять твою. Кто бы вы ни были, отдайте ключ, и мы вас отпустим», — бесстрастно сказал один из молодых людей. «Ха-ха, как дерзко с твоей стороны. Мне просто так случилось, что мне нужна какая-то эссенция крови, чтобы питать это мое тело. Как насчет того, чтобы я взял твое?» Малиновая фигура хихикнула, когда он превратился в 5 полос малинового света, которые хлынули прямо к 5 клонам Сюэхэ. «Ваше искусство кровавой тени действительно довольно грозно, но есть способ противостоять ему», — усмехнулся один из молодых людей, когда белый свет внезапно вырвался из его тела, прежде чем устремиться к приближающейся полосе малинового света. Тем временем остальные 4 молодых людей внезапно исчезли на месте в унисон. В следующее мгновение раздалась череда грохочущих ударов, и началась жестокая битва. За гигантскими воротами уже собралось около 1000 высококлассных культиваторов, большинство из которых находились на стадии интеграции тела или пространственной закалки. Группа из более чем 30 человек бомбардировала ворота серией яростных атак, но ворота отказывались сдвинуться с места, и только золотые и серебряные руны на их поверхности слегка вспыхивали. Все остальные наблюдали за ними со стороны, не выказывая никакого намерения помочь или помешать им. Бесполезные идиоты. Ты думаешь, что у тебя есть все необходимое, чтобы войти во дворец Небесного Котла? Отвали. Как раз в этот момент наверху внезапно раздался оглушительный грохот, от которого у всех в ушах непрерывно зазвенело, и некоторые из присутствующих более слабых культиваторов упали прямо с неба. Шар малиновой молнии размером с акр вырвался из воздуха и обрушился на гигантские ворота. Бесчисленные стрелы густых малиновых молний начали вспыхивать по всем воротам, посылая обжигающие волны тепла, распространяющиеся во всех направлениях. Десятки культиваторов, находившихся поблизости, немедленно отступили назад, когда выражение их лиц резко изменилось. Некоторые из них действовали слишком поздно, и они были подхвачены волнами жара среди мучительных воплей, но их крики боли быстро прекратились, по-видимому, указывая на то, что они уже погибли. Гигантские ворота были слегка приоткрыты атакой, и стрелы багровых молний немедленно сошлись, снова образовав шар, а затем мгновенно вошли через открывшуюся щель. Затем массивные ворота медленно закрылись снова под грохочущий гул. Это был патриарх Челей. Это должен был быть он. Воскликнул кто-то.
В отличие от предыдущего открытия Дворца Небесного Котла, где большинство участников были существами стадии интеграции тела, там явно было гораздо больше великих существ в стадии Вознесения, которые прибыли по этому случаю. Казалось, что ключи от дворца наконец-то привлекли всех этих грозных существ. 3 дня спустя Хань Ли находился в длинном коридоре Дворца Небесного Котла, а 2 куклы, одна золотая, другая серебряная, стояли у него на пути. Рост кукол составлял 80 футов, и каждая из них держала по 2 гигантских молотка разных цветов, но их тело были изрешечены ранами, указывающими на то, что они уже пережили битвы в прошлом. Хань Ли только бросил равнодушный взгляд на 2 кукол, прежде чем направить свое внимание на красную деревянную дверь позади них, и он немедленно начал пробираться к этой двери. В тот момент, когда Хань Ли начал приближаться к ним, 2 куклы подняли свои молоты, прежде чем отправить их с яростным грохотом вниз к нему. Бесчисленные лазурные нити вырвались из тела Хань Ли во вспышке лазурного света, и 2 куклы мгновенно превратились в бесчисленные обрывки вместе с молотками, которыми они владели. Хань Ли спокойно прошел мимо останков кукол, прежде чем махнуть рукавом в сторону красной двери, выпустив взрыв невидимой силы, которая толкнула дверь. За дверью открылся большой зал, а внутри него были ряды прямоугольных каменных платформ, нагруженных всевозможными сокровищами. Некоторые из этих сокровищ ярко светились, в то время как другие были очень тусклыми, и всего их было более 1000. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он вошел в зал. Тем временем госпожа Ван Хуа и Дао Цин Пин с мрачными лицами парили в воздухе над бескрайним морем. Недалеко от них сидел Сяо Мин, скрестив ноги и крепко зажмурив глаза. В одной руке он держал пластину формирования, а пальцы на другой непрерывно дрожали, словно что-то вычисляя. Кто бы мог подумать, что только эта вторая область будет иметь такую ужасную иллюзию. «Мы и так уже 2 дня в ловушке, верно?» — спросила госпожа Ван Хуа. Действительно, я тоже не думал, что эта область будет иметь такое мощное иллюзорное ограничение, которое даже брат Сяо не сможет уничтожить за короткое время. Впрочем, этого и следовало ожидать. Это всего лишь 2-й район для нас, но из-за выбранного маршрута мы уже довольно глубоко забрались во Дворец Небесного Котла. Как только мы прорвемся через эту область, мы не должны быть слишком далеко от центра, ответил Дао Цин Пин, слегка нахмурив брови. Я очень надеюсь, что это так, вздохнула госпожа Ван Хуа. Тем временем Сяо Мин продолжал неподвижно сидеть на месте, как будто он совершенно не обращал внимания на то, что происходило вокруг него. 7 дней спустя кровавая душа вышла из зала в определенном районе Дворца Небесного Котла, и, судя по ее задумчивому выражению лица, казалось, что она не получила никакой награды. Именно в этот момент шар малиновой молнии внезапно выстрелил в ее сторону, прежде чем превратиться в высокого пожилого мужчину в малиновом одеянии с золотыми узорами молний на лице. Кровавая душа была очень встревожена, увидев это, и она немедленно взмахнула рукавом в воздухе, выпустив 2 шара лазурного света, которые превратились в пару бронированных кукол. Одна кукла была одета в лазурные доспехи, держа в руках огромный лук, который был высотой со взрослого человека, в то время как другая была одета в черные доспехи, держа в руках длинное синее копье. Пожилой человек был несколько удивлен, увидев этих кукол, прежде чем на его лице появилось холодное выражение. «Ой! Сценические куклы интеграции тела! Как редко! Кто вы и кого сопровождали в этот дворец?» Кровавая душа сразу же определила пожилого человека как великую ступень Вознесения, и ее сердце упало, сделав это открытие. «Я — душа крови, и я сопровождал некоего старшего хана в этот дворец. Могу я узнать ваше имя, старший?» Я никогда не слышал о великой стадии Вознесения с фамилией Хань, это товарищ Даос, который только недавно сделал свой прорыв. В любом случае, это не имеет значения. Отдайте свой ключ и все, что вы там получили. И не пытайся меня одурачить, я узнаю, говоришь ли ты правду, как только применю к тебе технику поиска души, угрожающе сказал старик. Кровавая душа, естественно, была очень встревожена, услышав это, но она заставила себя улыбнуться и ответила: «Мне ничего не удалось там найти, а ключ несет старший хан. Разве не неприлично человеку твоего положения угрожать такому младшему, как я? Если вы не отдадите его, то мне придется взять его силой», — сказал старик, и на его лице появилась холодная улыбка. Глава 2358. Змея кровавого света. Старик шагнул вперед и в мгновение эйке преодолел расстояние в несколько сотен футов, мгновенно оказавшись перед кровавой душой. Кровавая душа поспешно отступила назад, в то время как марионетка в лазурной броне натянула тетиву своего лука, прежде чем выпустить бесчисленные полосы золотого света. Тем временем марионетка в черной броне пронзила своим копьем воздух, и гигантский синий цветок диаметром около 10 футов проявился на кончике копья, прежде чем спуститься к пожилому человеку. Когда цветок спустился сверху, он выпустил ледяную ауру, угрожая заморозить пространство вокруг пожилого человека. В то же время полосы золотого света сходились со всех сторон.
Две куклы демонстрировали безупречную командную работу. Старик холодно хмыкнул, когда слой малиновой молнии вспыхнул по всему его телу, разрывая окружающую ледяную ци на части и с легкостью отражая все встречные полосы золотого света. Затем он сделал движение в сторону синего цветка, и тот тут же исчез с глухим стуком, обнажив наконечник синего копья, которое старик легко поймал голой рукой. Марионетка с копьем попыталась вырвать свое копье из рук мужчины, но оружие отказалось сдвинуться с места, словно укоренилось в его руке. Между тем, намек на свет мелькнул в глазах марионетки с луком, и она начала испускать удивительную ауру, когда выпустила длинную полосу золотого света из своего лука, который полетел прямо к пожилому человеку. Старик холодно усмехнулся, открыв рот, чтобы выпустить шар малиновой молнии, который мгновенно раздулся до размеров водяного бака. Эти двое немедленно взорвались при соприкосновении, и багровое освещение полностью затопило полосу золотого света, прежде чем устремиться к марионетке с луком с безошибочной точностью, мгновенно превратив ее в пепел. В то же самое время марионетка с копьем была также уничтожена гигантской багровой рукой, внезапно появившейся из ниоткуда. Сразу же после этого пожилой мужчина появился прямо перед кровавой душой, прежде чем протянуть к ней руку. «Отдай свой ключ и сокровище, и я дарую тебе быструю и безболезненную смерть. В противном случае — хе-хе». Когда он заговорил, на его лице появилось зловещее выражение. «Ты смог войти в это место, так что у тебя явно есть свой собственный ключ. Почему ты так стремишься взять мой?» — спросила кровавая душа, отступая с испуганным выражением лица. Неужели ты думаешь, что я не знаю, что во Дворце Небесного Котла есть какие-то особые места, куда можно попасть только с помощью соответствующих ключей? У меня есть только реплика ключа, поэтому я, естественно, должен собирать другие ключи в качестве резервных копий. Если ты не хочешь отдать свой ключ, тогда мне придется взять его силой. Холодно проворчал старик, делая хватательное движение в сторону кровавой души. Жест казался очень обычным, но кровавая душа была поражена чувством, что весь мир вокруг нее был заперт в объятиях мужчины, не давая ей возможности уклониться. Как раз в тот момент, когда пожилой мужчина собирался схватить ее за плечо, пространственные колебания внезапно вспыхнули над ней, и полоса полупрозрачного света выстрелила в сторону пожилого человека, как молния. Это нападение произошло без какого-либо предупреждения или предчувствия, и хотя пожилой человек был опытным существом великой стадии Вознесения, он все еще был застигнут врасплох, и было слишком поздно для него уклоняться. Раздался глухой удар, и полоска света, вращаясь вокруг его вытянутой руки, мгновенно разрезала ее на 7 или 8 частей. Однако тело старика расплылось, и он мгновенно появился в нескольких сотнях футов от него, оценивая кровавую душу с яростным выражением лица. «Кто там?» Взрыв кровавого тумана вырвался из его раны, когда он говорил, бесчисленные алые нити извивались и переплетались, когда совершенно новая рука быстро приняла форму. Для культиватора, в основном использующего искусство культивирования daa крови, регенерация расчлененных конечностей была простой задачей. Никто не появился вслед за разъяренным криком старика, но выражение лица кровавой души стало намного спокойнее, и она продолжала медленно отступать. Выражение лица пожилого человека потемнело еще больше, когда он увидел это, и он направил злобный взгляд на кровавую душу, прежде чем быстро указать пальцем на оставшуюся руку в ее сторону. В следующее мгновение грохочущий бум раздался примерно в 10 футах перед кровавой душой, и полоса багрового света снова появилась, прежде чем превратиться в короткое багровое копье, которое вонзилось прямо ей в грудь. Эта последовательность событий произошла не более чем в мгновение ика, и для кровавой души было слишком поздно уклоняться или принимать защитные меры. Несмотря на ее непоколебимую натуру, в ее глазах появился намек на панику. Прямо в этот момент перед ней вспыхнул золотой свет, и появился пурпурно-золотой Цзинь-Тун, прежде чем взмахнуть рукой в воздухе, чтобы отбросить багровое копье. Зрачки старика слегка сузились при виде Цзинь-Туна, и на его лице появилось озадаченное выражение. «Кто вы и как вы с ней связаны?» — он спросил. Цзинь-Тун просто оценивающе посмотрел на пожилого человека с деревянным выражением лица, не выказывая намерения дать ответ. Он быстро сделал захватывающее движение одной рукой, вызывая серию полупрозрачных золотых нитей, которые образовали гигантскую сеть, окутавшую все окружающее пространство. Старик пришел в ярость, увидев это. «Раз уж вы намерены сразиться со мной, позвольте мне проверить ваши способности». Как только его голос затих, он сделал ручную печать, и бесчисленные стрелы малиновых молний вырвались из его тела. Затем он открыл рот, чтобы выпустить старинное зеркало, которое было окутано шаром серебряного света. Как только зеркало появилось, бесчисленные серебряные руны хлынули из его поверхности в безумии, прежде чем превратиться в шары серебряных молний. «Вперед!» — крикнул пожилой мужчина, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, и малиновое и серебряное свечение переплелось, образовав массивное молниеносное облако диаметром около полукилометра, прежде чем устремиться к Цзинь-Туну. Цзинь-Тун остался совершенно бесстрастным, увидев это, и он вытянул палец вперед, на котором полупрозрачные золотые нити мгновенно выстрелили в сторону грозового облака в проливном шквале.
В грозовом облаке раздался громкий треск, и полупрозрачные нити мгновенно пробили бесчисленные дыры в облаке, заставляя его быстро уменьшаться в размерах. Старик был совершенно поражен увиденным. Эта атака не была его главным козырем, но это определенно была способность, на которую он сильно полагался. Это серебряное зеркало было незаконченным глубоким небесным сокровищем, и в сочетании с его алой молнией оно свалило бесчисленных могущественных противников, но атака была с легкостью рассеяна его противником. Что же это были за полупрозрачные нити, и как они совершенно не пострадали от его молнии? Как раз в тот момент, когда старик ошеломленно смотрел на него, Цзинь-Тун щелкнул пальцами в воздухе, и холодок пробежал по спине старика, когда бесчисленные полосы невидимой ци-меча появились из воздуха, прежде чем устремиться к нему. Выражение его лица резко изменилось, когда он немедленно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив лазурную деревянную чашу, которая появилась над ним в мгновение ока, а затем превратилась в лазурный световой барьер, который защищал его со всех сторон. В то же время он сделал печать другой рукой, и гигантская малиновая змеиная проекция появилась позади него. Как только змей появился, он открыл свою пасть, чтобы выпустить огромное пространство малинового света, который распространился во всех направлениях, как барьер молнии. Последовала череда глухих ударов, когда молния вошла в контакт с невидимой ци-меча, только чтобы быть разорванной на части, как гнилое дерево. Однако лазурный световой барьер, казалось, обладал какой-то глубинной силой, которая позволяла ему удерживать приближающуюся ци-меча на расстоянии. Тем не менее, пожилой человек был очень встревожен, увидев это, и его лицо слегка побледнело, когда он поспешно вызвал странный изогнутый алый меч из своего браслета хранения. Он тут же схватился за меч, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить на него несколько шариков эссенции крови. Эссенция крови мгновенно впиталась при соприкосновении, после чего меч внезапно ожил, превратившись в алую змею. Зловещая улыбка появилась на лице старика, когда он швырнул змею вперед, и она кувыркнулась в воздухе, прежде чем внезапно исчезнуть на месте. В следующее мгновение рядом с Цзинь-Туном внезапно возникла вспышка багрового тумана. Пара полупрозрачных нитей немедленно вылетела из глаз Цзинь-Туна, чтобы пронзить багровый туман, но казалось, что внутри него ничего нет. Как раз в тот момент, когда Цзинь-Тун задавался вопросом, что происходит, багровый туман внезапно снова превратился в ту змею, прежде чем она мгновенно злобно укусила плечо Цзинь-Туна. Увидев это, старик тут же радостно захихикал. «Ха-ха, теперь твоя судьба решена. Эта змея кровавого света, одна из 10 самых ядовитых змей на континенте Кровавого Неба. Даже если у тебя есть бессмертное тело, ты превратишься в лужу крови за считанные мгновения. Змея кровавого света. Хорошо ли это на вкус?» Цзинь-Тун наконец заговорил в первый раз, оценивая змею на своем плече с любопытным выражением. Его голос был очень высоким, и он поразил слушателя леденящим душу ощущением. Старик слегка запнулся, услышав это, и тут его встретило удивительное зрелище. Цзинь-Тун внезапно схватил змею за горло, силой оторвав ее от плеча, а затем открыл пасть, чтобы откусить ей голову. Глава 2359. Мощь духа, поглощающего небесное пламя. Этот так называемый рот представлял собой тонкую щель, усеянную острыми клыками, которая открылась под лицом Цзинь-Туна. Обезглавленное тело змеи кровавого света яростно извивалось во рту Цзинь-Туна, посылая гейзер черной ядовитой крови, разбрызгивающийся на несколько футов в воздух. Слой полупрозрачного света поднялся над телом Цзинь-Туна, и вся ядовитая кровь была сдержана. Старик был искренне удивлен, увидев это. Прежде чем он успел что-либо сделать, Цзинь-Тун внезапно бросил на него холодный взгляд. Холодок тут же пробежал по спине старика, после чего 2 полосы полупрозрачной ци-меча внезапно появились из ниоткуда прямо перед ним. 2 полосы ци-меча не казались чем-то примечательным, но они ударили по световому барьеру перед ним с невероятной скоростью. Раздался резкий треск, и лазурный световой барьер задрожал, прежде чем разбиться при контакте. Леденящее ощущение, которое испытывал пожилой человек, стало еще более явным, когда полосы ци-меча продолжали приближаться к нему, и он знал, что больше не может сдерживаться. Пятицветный свет вспыхнул из его глобелы, и пятицветный щит мгновенно появился, прежде чем увеличиться до нескольких десятков футов в размере, защищая все его тело. Поверхность щита была испещрена слоями сложных духовных узоров, а также бесчисленными ослепительными рунами. 2 полосы ци-меча ударили в гигантский щит, одна за другой с парой глухих ударов. Когда щит столкнулся с первой полосой ци-меча, вспыхнул взрыв пронзительного света и яростных энергетических колебаний. Ци-меча была уничтожена, но на щите также появилась огромная трещина. Затем вторая полоса ци-меча мгновенно ударила в ту же часть щита, и он был немедленно разрезан пополам, больше не в состоянии оказывать дальнейшее сопротивление. Все это произошло в мгновение ока, и с точки зрения пожилого человека, он только что вызвал пятицветный щит, прежде чем тот был разрезан пополам. Затем перед его глазами возникла вспышка света, после чего его зрение полностью потемнело.
С точки зрения третьего лица, вторая полоса меча вращалась вокруг его шеи, мгновенно обезглавливая его. Почти в тот же самый момент гигантский багровый змеиный выступ позади него внезапно взорвался, посылая дуги багровых молний, яростно рвущихся во все стороны. Шар малинового света вылетел из обезглавленного тела старика, а затем помчался в определенном направлении с миниатюрной малиновой фигурой внутри. Внезапно Цзинь-Тун исчез на месте среди вспышки золотого света, а затем внезапно появился прямо перед шаром малинового света среди вспышки пространственных колебаний. Затем он поднял руку и злобно швырнул шар света на землю внизу. Багровый свет померк в кратере на земле, и показалась зарождающаяся душа с выражением, искаженным яростью и ужасом. Зарождающаяся душа внезапно стиснула зубы, прежде чем сделать ручную печать, и багровый туман начал вливаться из ее тела, указывая на то, что она собиралась выпустить какую-то секретную технику, но прямо в этот момент полоса полупрозрачной меча появилась позади нее без всякого предупреждения, прежде чем резко ударить по ней. Малиновый туман рассеялся, и зарождающаяся душа была разрезана пополам с недоверчивым выражением, все еще запечатленным на ее лице, и она распалась на пятнышки духовного света среди мучительного воя. Таким образом, широко известный патриарх Чилэй был с легкостью убит монархом-жуком-пожирателем золота. В этот момент кровавая душа уже отступила далеко, и на ее лице появилось восторженное выражение, когда она приблизилась к Цзинь-Туну, прежде чем сделать реверанс. «Спасибо, что спас меня, старший джин. Иначе я, скорее всего, погиб бы здесь. Я всего лишь выполнял приказы моего господина. Ты можешь продолжать делать то, что делаешь, и я буду наблюдать из тени», — ответил Цзинь-Тун, прежде чем махнуть рукой в сторону тела пожилого человека, чтобы забрать его браслет хранения, а затем внезапно исчез на месте. Было ясно, что Цзинь-Тун обладал гораздо большим интеллектом, чем тогда, когда он впервые превратился в золотого жука-монарха. Кровавая душа еще раз поклонилась тому месту, где только что исчез Цзинь-Тун, затем бросила несчастный взгляд на двух кукол стадии интеграции тел, прежде чем покинуть это место. Несмотря на то, что она не сталкивалась с какими-либо сильными ограничениями и не чувствовала присутствия своего истинного тела, она была убеждена, что ее истинное тело было поймано в ловушку в этой области, поэтому она должна была поспешить в следующую область. Увидев невероятную силу Цзинь-Туна, она набралась смелости и отважилась углубиться во дворец. 10 дней спустя тысячи высококлассных культиваторов, собравшихся у гигантских ворот в горном хребте Мириад Лун, отступили почти на 10 километров, оценивая ворота издалека и время от времени что-то обсуждая и комментируя. На краю котловины оставалось 500 человек. Они явно принадлежали к одной и той же силе, и в настоящее время они создавали массивное суперформирование, чтобы охватить весь бассейн. Все эти люди носили одинаковую одежду, и символы знаков на их рукавах указывали на то, что все они были первоклассными учениками секты Кровавой Кости. Перед этими учениками стояли бок о бок два человека, один из которых был пожилым человеком в белом одеянии с глубоко посаженными глазами и крючковатым носом, а другой невысокой и коренастой женщиной с отвратительной внешностью и черными узорами духа, выгравированными на ее лице. Судя по аурам, которые они спускали, это была пара существ великой стадии Вознесения. В этот момент они наблюдали за строительством гигантской формации, разговаривая друг с другом. Я знал, что было что-то подозрительное в том, что товарищ Даосист Сяо оставался в городе Кровавого Журавля все эти годы. Как и ожидалось, он получил истинный ключ от Дворца Небесного Котла, но ничего нам не сказал. Если бы не один из учеников госпожи Ваньхуа, разболтавший эту информацию, мы бы, скорее всего, до сих пор ничего не знали, холодно хмыкнул пожилой мужчина. Хе-хе, ты не можешь винить в этом товарища Даосиста Сяо, мы можем быть из одной секты, но у нас нет с ним никаких тесных связей. Если бы мы с тобой получили ключ от Дворца Небесного Котла, то, скорее всего, сделали бы то же самое. В конце концов, сколько бы сокровищ не было во дворце, разница между тем, чтобы взять все сокровища себе и разделить их на 3 части, это ночь и день, ответила женщина, и, несмотря на ее отвратительную внешность, ее голос был очень сладким и приятным для слуха, как будто принадлежал молодой девушке. Эти двое также были великими старейшинами стадии Вознесения секты Кровавой Кости. Это правда. Я слышал, что этот Дворец Небесного Котла содержит истинное наследие Даоса Тяньдина, так что мы ни за что не хотели бы впускать сюда кого-то еще. Тем не менее, есть больше, чем просто один истинный ключ к дворцу. Даже если мы не вмешаемся, другие великие существа стадии Вознесения определенно войдут в любом случае, так что это не обязательно мудрое решение для товарища Даосиста Сяо держать это в секрете, ответил пожилой человек с холодной улыбкой. Какой смысл обсуждать что-то подобное? Дело в том, что мы прибыли слишком поздно, а те, у кого есть ключи, уже много дней находятся во дворце. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как создать это образование здесь и заставить людей внутри дворца поделиться сокровищами, которые они получили, как только они выйдут, сказала женщина.
Судя по моему аналогичному прошлому опыту, эти люди, скорее всего, будут телепортированы из дворца в случайное место, так что только около 20% вернутся в это место, в то время как все остальные, скорее всего, окажутся в другом месте, размышлял пожилой человек. Это хорошо. Если бы все во дворце вернулись в это место, мы не смогли бы справиться с таким количеством людей даже с этим формированием, чтобы помочь нам. В конце концов, большинство людей, вошедших во дворец, не менее могущественны, чем вы и я. Только имея дело с небольшой их частью, у нас будет хороший шанс заполучить некоторые сокровища. Возможно, нам даже не придется использовать эту формацию, но это, безусловно, будет очень эффективным средством устрашения, уверенно ответила женщина. Значит, таков был твой план с самого начала. Мне было интересно, почему вы привели так много учеников в это место. Это блестящая стратегия. Старик усмехнулся и радостно потер руки. Раздался оглушительный грохот, когда полупрозрачная стена была разрушена единственной атакой Хань Ли в его гигантской форме горной обезьяны. Затем он шагнул в телепортационную формацию, которая была расположена за полупрозрачной стеной, прежде чем исчезнуть на месте в мгновение ика. В следующее мгновение Хань Ли обнаружил, что стоит в воздухе над небольшой горой высотой более 10 тысяч футов, и временное световое образование под его ногами внезапно исчезло. Он быстро обвел взглядом окрестности и обнаружил, что эта гора была не очень высокой, но занимала довольно большую площадь, и край горы непосредственно соседствовали с 7 или 8 областями, которые были окутаны независимыми световыми барьерами, одним из которых была область, из которой он только что вышел. Задумчивое выражение появилось на его лице, когда он осматривал участки один за другим. Затем он, казалось, принял решение и уже собирался лететь к одной из областей, когда рядом внезапно вспыхнул взрыв пространственных флуктуаций. Сразу же после этого появилось еще одно световое образование, и 3 человека появились на вершине образования среди вспышки света. Хань Ли бросил взгляд на 3 людей, и в его глазах появился холодный взгляд. 3 человека, естественно, также заметили Хань Ли, и они обменялись недоуменными взглядами друг с другом, прежде чем полететь прямо к Хань Ли после короткого разговора по голосовой передаче. Все 3 выпустили свои мощные ауры в полете, не выказывая ни малейшего намерения скрывать свою враждебность. Внезапно Хань Ли поднял гигантскую мохнатую ладонь, прежде чем толкнуть ее в сторону приближающейся троицы, посылая взрыв огромной невидимой силы, несущейся к ним, как порыв свирепого ветра. 3 стариков разошлись, спасаясь от порыва ветра, и один из них закричал: «Ты собираешься взять нас всех 3 в одиночку?» Глава 2360. Случайная встреча. Я против вас 3, поэтому, естественно, должен перехватить инициативу. Говоря это, Хань Ли сделал хватательное движение обеими руками, и в каждой руке немедленно появился шар света, прежде чем превратиться в пару миниатюрных гор, одна из которых была лазурной, а другая черной. Затем Хань Ли яростно швырнул горы в воздух, и они превратились в пару массивных шаров света в середине полета, когда они понеслись прямо к 2 пожилым мужчинам. В то же самое время 3-я миниатюрная гора появилась над ними среди вспышки духовного света, выпустив бесчисленные полосы невидимой меча, которые устремились к последнему пожилому человеку. Выражение лиц 3 мужчин резко изменилось, когда они увидели это, и проекция сороконожки и гигантского скорпиона появилась позади 2 пожилых мужчин, когда они злобно ткнули ладонями в сторону приближающихся гор. Их руки казались очень обычными, но в тот момент, когда они были выдвинуты вперед, бесчисленные синие чешуйки и дуги сверкающих молний немедленно появились над 2 из них. Что касается 2 других ладоней, то они внезапно приобрели глянцевый черный оттенок, резко увеличившись в размерах, и острые зеленые когти, которые выпускали всплески грязной черной ци, выросли из их пальцев. Тем временем 3-й пожилой мужчина поднял руку, чтобы вызвать гибрид лисы и человека, который был около полуметра высотой, прежде чем бросить его вверх. Ясный крик раздался из статуи, и она превратилась в пятихвостую куклу из красной лисы среди вспышки света. Рыжая лиса взмахнула хвостом в воздухе, чтобы создать темно-красный световой барьер, который охватил все пространство внизу. В следующее мгновение 4 ладони ударили по 2 шарам света, образованным парой крайних гор, и раздался оглушительный грохот, когда яростные ударные волны пронеслись по всему близлежащему пространству. 2 шара света вздрогнули, когда они были вынуждены резко остановиться, прежде чем вернуться к своим экстремальным горным формам. Однако выражение лиц 2 пожилых мужчин резко изменилось, когда они были отправлены в полет, как пара пушечных ядер. К тому времени, как им удалось удержаться на расстоянии нескольких сотен футов, их руки были полностью окровавлены, и каждый дюйм кожи на этих руках был разорван, в то время как их пальцы были сломаны. В то же самое время бесчисленные полосы невидимой меча уже дождем обрушились на барьер багрового света, и через несколько мгновений на поверхности барьера начала появляться серия тонких трещин. 3-й пожилой человек был очень встревожен, увидев это, и он немедленно впрыснул взрыв энергии в статую, которую держал, прежде чем поспешно сделать ручную печать. Слой золотого света вспыхнул над куклой красной лисы,
и световой барьер, который она вызвала, тоже принял золотистый оттенок, в то время как трещины на его поверхности быстро начали заживать. Таким образом, он был способен выдержать этот проливной ливень меча. Однако, несмотря на то, что Хань Ли столкнулся с 3 противниками в одиночку, было ясно, что он одержал верх, и это заставило 3 пожилых мужчин несколько колебаться, как действовать дальше. 3 из них коротко переговорили через голосовую передачу, затем медленно начали приближаться к Хань Ли снова, по-видимому, решив нацелиться на него. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, и сделал ручную печать, чтобы вызвать свою истинную дьявольскую проекцию среди вспышки золотого света. Затем проекция немедленно слилась в единое целое с его гигантским обезьяньим телом, после чего из ребер торчали 2 дополнительные руки, а на плечах появилась пара дополнительных голов. Хань Ли развязал сразу 12 своих пробуждающих трансформаций и истинных дьявольских искусств происхождения, и сила этой формы уступала только его святому телосложению нирваны. Перед лицом 3 соперников по этапу Великого Восхождения Хань Ли не осмеливался быть слишком самодовольным. Однако как раз в тот момент, когда битва собиралась возобновиться, пространственные колебания внезапно вспыхнули на расстоянии более 100 футов, и в мгновение ока появились 3 гуманоидные фигуры. 3 пожилых мужчин тут же остановились, бросив взгляд на 3 вновь прибывших, как и Хань Ли. 3 фигуры состояли из пожилой женщины, даосского жреца и мужчины в маске. Как только все 3 увидели Хань Ли, они тоже были очень удивлены и сразу же обменялись несколькими недоуменными взглядами. Какое совпадение, что мы прибыли в один и тот же район, брат Сяа. Хань Ли усмехнулся, когда золотой свет вокруг него исчез, и он быстро вернулся в свою человеческую форму. Действительно, какое совпадение. Я тоже не думал, что встречу тебя здесь, брат Хань, ответил Сяа Мин с немного вымученной улыбкой, в то время как госпожа Ван Хуа и Дао Цин Пин слегка упали. Что же касается 3 пожилых мужчин, то они не осмеливались делать ничего опрометчивого в сложившейся ситуации и только холодно оценивали 3 вновь прибывших. Только тогда Сяа Мин повернулся к троице, прежде чем спросить: «Я не думаю, что мы когда-либо встречались раньше, товарищи даосы. Может быть, вы уединенные культиваторы черного леса Янь на северо-западе?» У тебя довольно острый глаз, товарищ даос. Верно, мы 3 ведьмы духа святых черного леса Янь, холодно хмыкнул в ответ пожилой мужчина, управлявший куклой рыжего леса с нескрываемой враждебностью в голосе. Дефис 3 святых духа ведьмы. Это означает, что вы, должно быть, культиваторы колдовства. Могу я спросить, почему вы решили нацелиться на брата Хана здесь? Спросил Сяа Мин. Он не был свидетелем более раннего столкновения между Хань Ли и Троицей, но остаточные колебания духовной ци в воздухе и конфронтационные позиции, которые они приняли, были ясными признаками того, что только что произошло. В этом дворце Небесного Котла есть только ограниченное количество сокровищ, так что все здесь наши враги. Зачем нам нужна причина, чтобы нападать на кого-то? Ответил старик. Услышав это, на лице Сяа Мина появилось холодное выражение. В таком случае, вы также должны рассматривать нас 3 как врагов. Как ты думаешь, брат Хань? В любом случае, я не возражаю. Если они хотят битвы, то я буду рад развлечь их, ответил Хань Ли небрежно. Настороженность Сяа Мина по отношению к Хань Ли только усилилась, когда он увидел это. Затем он повернулся к 3 святым духам ведьм, слегка нахмурив брови. Согласно его первоначальному плану, он должен был уже достичь центра Дворца Небесного Котла или найти центр ограничений здесь. Однако ограничение во 2 области, в которую они вошли, было гораздо более глубоким, чем они ожидали, и им только что удалось вырваться из него. Как только они вышли, их встретили Хань Ли и 3 святых духа ведьмы, оба из которых были грозными врагами, тем самым еще больше усугубляя их беды. Если бы это было возможно, он, естественно, был бы счастлив увидеть, как Хань Ли и 3 святых духа ведьмы вступают в смертельную схватку, в то время как он и его спутники продолжают двигаться к последней области. Однако в нынешней ситуации Хань Ли и 3 святых духа ведьмы не могли быть настолько глупы, чтобы сделать что-то подобное. Тем не менее, задерживаться здесь в тупике никому из них не пойдет на пользу. Они были не единственными существами великой стадии Вознесения, которые вошли во Дворец Небесного Котла, что, если еще больше людей найдут это место во время этой задержки. Имея это в виду, Сяа Мин сказал: «Товарищи даосы, я уверен, что все мы рискнули войти в этот дворец в поисках сокровищ, поэтому вступать в конфликт до того, как найти какие-либо ценные сокровища, было бы совершенно бессмысленно. Самые драгоценные сокровища явно находятся в областях за пределами этого места, так почему бы нам всем не сэкономить нашу энергию для поиска в этих областях? Ограничения, ведущие к этому моменту, уже очень трудно преодолеть. Даже если мы израсходуем все наше оставшееся время, мы все равно не сможем получить сокровища, которые мы хотим, поэтому мы не можем позволить себе тратить время здесь. Мне в любом случае все равно. Пока никто не встанет у меня на пути, я не собираюсь вступать ни в какой конфликт, ответил Хань Ли с намеком на улыбку. Пожилой мужчина, державший в руках куклу рыжего лиса, на мгновение задумался, прежде чем тоже кивнуть в ответ. Ладно, в таком случае, давай покончим с этим.
Сразу же после этого трое пожилых мужчин обменялись несколькими словами через голосовую передачу, прежде чем полететь в определенную область. Ся Амин слегка запнулся, увидев место, которое они выбрали, но выражение его лица быстро вернулось к нормальному, когда он с улыбкой повернулся к Хань Ли. «Ты тоже уже определился с целью, брат Хан? Если нет, то мы пойдем дальше. Я думаю, что поеду в тот район». Хань Ли небрежно покачал головой, прежде чем начать указывать пальцем в определенном направлении, но внезапно, казалось, передумал и перенаправил палец в область, соседнюю с той, на которую он первоначально указывал. Увидев это, госпожа Ван Хуа и Дао Сцин Пин резко переменились в лице. Однако прежде чем они успели что-то сказать, Хань Ли уже погрузился в голубой световой барьер, охватывающий эту область в виде полосы лазурного света. Что же нам делать? Он просто выбрал район, который мы собирались выбрать. Может быть, он также знает, где находится центр Дворца Небесного Котла. Настойчиво воскликнула госпожа Вань Хуа. Я так не думаю. Я был единственным, кто получил наследство, так что никто, кроме меня, не будет знать точное местоположение и метод контроля центра дворца, сказал Дао Сцин Пин, плотно нахмурив брови. Значит ли это, что он случайно выбрал именно этот район? Похоже, это тоже не так. Выражение лица Ся Амина значительно потемнело, когда он вспомнил, как Хань Ли передумал в последний момент. Что же нам тогда делать? Выбрать другой район? Разочарованно спросила госпожа Вань Хуа.